Данным и более подробно будем говорить, что произошло по сегментам рынка недвижимости и по классам. Итак, вторичный рынок. Карта перед вами города в разрезе административных районов, класс социальное жилье. Видим, что, ну я повторюсь, рост за месяц, колебательные процессы плюс 0,19%. И, друзья, что бросается в глаза, что больше всего за данный период времени подорожала недвижимость в Деснянском районе. Это спальный массив, это самая недорогая недвижимость или бюджетная, назовем так, чтобы не обижать людей, которые проживают в данном спальном районе, выросла на 0,23% за месяц. Ну и традиционно меньше всего подорожала недвижимость в центральном районе, это Печерский район, на 0,12%. Переходим к следующему слайду. Этот слайд появился благодаря вам, мои, так сказать, друзья, подписчики, кто меня смотрит. Здесь мы с вами будем говорить, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. То есть это самый частый вопрос, который вы мне задавали, и я на него традиционно отвечаю. Период сравнения март 2022 год. Напомним вам, что в феврале 2024 года, вернее 2022 года, 24 февраля началась война. Здесь на примере класса социальное жилье давайте попробуем разобраться, что произошло за весь период времени войны. Почему? Это важно, потому что зачастую люди, особенно риэлторы, говорят, что рынок недвижимости растет. Только забывают сказать о базе сравнения, то есть сравнивая какой период времени с каким периодом времени. Это очень важно. Вот сейчас мы сравниваем начало войны по сегодняшний день. Итак, март месяц 2022 год, 1121 доллар стоимость квадратного метра жилой недвижимости, социальное жилье. Первый год войны, друзья, снижение было порядка 9%. Реперные точки есть, можете сами посмотреть. Второй год войны мы видели абсолютное затишье на рынке недвижимости, даже где-то повышалась стоимость квадратного метра в какие-то квартал, да. Но в итоге, в общем-то, рынок недвижимости был стабилен. И вот третий год войны, друзья, мы увидели, как стоимость квадратного метра стала снижаться и достаточно серьезно. Где-то порядка, наверное, 10% в 2000 прошедшем у нас, в 2025 году, четвертом, мы увидели, как снижалась стоимость квадратного метра. А вот 2025 год, друзья, на удивление, показал весь год динамику роста, где-то тоже порядка, наверное, 6, там 6,5%, ну, можете пересчитать. Можете пересчитать. И по сегодняшний день мы видим стоимость квадратного метра, это у нас второй квартал 2026 года, 1059 долларов за квадратный метр. Посмотрите, пожалуйста, внизу табличка Excel, здесь посчитано за вас, за весь период войны, стоимость квадратного метра подешевела на 5,53%, друзья. Именно так ведет себя рынок недвижимости. Мы говорим о вторичном рынке, это не спекулятивный рынок, если сравнивать его с первичным. И, соответственно, просто так люди не продают квартиры, и он не ведет себя как фондовый рынок. Зачастую риэлторы об этом говорят, и у меня это вызывает, ну, как минимум, удивление. Да? Нельзя сравнивать спекулятивный фондовый рынок с рынком недвижимости. Спекулятивный рынок – это когда в один, там, условно говоря, день, торговую сессию вы можете, ваши ценные бумаги, которые вы владеете, обесцениваются или, наоборот, взлетают вверх. То есть вы становитесь богатым человеком. Но это все очень условно, да. Так вот, рынок недвижимости – это люди, это судьбы людей, семьи, которые никуда не деваются. Поэтому рынок недвижимости показывает вполне снижение разумное с точки зрения, так сказать, логики происходящего. Итак, следующий, друзья, слайд очень быстро о аренде. Еще раз напомню, в целом по городу Киеву внизу красная строка. В течение одного квартала снижение на 2,68%. Но это достаточно, друзья, много. То есть мы видим, с начала года медленно и уверенно аренда начинает показывать нам динамику снижения. Следующий у нас слайд. Здесь мы говорим о квартирах эконом-комфорт бизнес-класс. Также видим, что недвижимость это на первичном рынке, точнее эконом-класс, я прошу прощения,
снижение на 0,14% за месяц. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Напомню вам, первичный рынок – это жилье, не сданное в эксплуатацию. И не факт, что оно может быть сдано, друзья. Это так, чтобы вы просто на минутку понимали, какие риски у людей, которые приобретают на первичном рынке недвижимость. Также можете посмотреть рост в процентном соотношении за месяц. Следующий, друзья, слайд – это так, это эконом-класс все-таки, вот извините, да, это вверху у меня заставка, не увидел. Это не первичный рынок, это эконом, комфорт, бизнес-класс, это вторичный рынок. Здесь мы увидели рост, повторяться не буду. А вот первичный рынок, друзья, ну, старенький стал, извините, да, поэтому ж мне и выпустили с Украины, потому что пердуны после 60 лет в Украине негодные ни к чему, поэтому вот сделаем поправку на мою, так сказать, старость. А вот первичный рынок, друзья, это квартиры, которая не сданы в эксплуатацию, показала нам снижение за месяц стоимости минус 0,12% квартиры эконом-класс. Можете посмотреть в процентном, вернее, в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра и в разрезе административных районов, и снижение также в процентном уже соотношении. Итак, друзья, переходя к следующему слайду, мы будем говорить о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс. Здесь мы увидели также динамику снижения минус 0,12%. Увидели в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Также, друзья, обратите внимание, что недвижимость на на первичном рынке комфорт бизнес-класс строится компаниями-застройщиками только лишь друзья, центральных районах или приближенных районах к центру. Ну, прочитать можете сами. То есть это уже не 10 административных районов, а это всего лишь 7, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 7 районов. То есть спальные массивы сюда не попадают. Следующий слайд посвящен элитному классу, где мы также увидели, что снижение на 0,07%, и уже 3 административных района осталось из 10, где компании-застройщики строят квартиры элитного класса или же квартиры с такими характеристиками. Стоимость квадратного метра отличается очень сильно, можете посмотреть по локациям. Голосеевский центр, Печерский Липки, Шевченковский центр. Итак, друзья, переходим к самому интересному, наверное, слайду, где мы, в общем-то, будем говорить, что произошло не на протяжении всего года войны, а сравнивать, естественно, июнь 2026 года с июнем 2025 года. Помните, очень важно в исследованиях обозначать и проговаривать базу исследования, то есть какой период с каким периодом вы сравниваете. Не просто все растет или все падает, а именно за данный период. Итак, мы видим, что на протяжении 12 месяцев стоимость квадратного метра данный класс жилья, это социальное жилье, вырос на 1,34%. В июне 2025 года это было 1045 долларов за квадратный метр и 1059 долларов за квадратный метр стоимость квадратного метра уже в июне 2026 года. Вот здесь, друзья, давайте посмотрим. Здесь очень хорошо видно, что недвижимость, вот здесь видим 31.01.2026 год. То есть с начала 2026 года, весь 2025 год стоимость росла. С начала 2026 года 4 месяца стоимость квадратного метра росла, и я предполагал, что это тенденция. Тенденция – это долгосрочные процессы. Если больше 6 месяцев мы видим вот эту линию тренда, то с большей вероятностью можно говорить, что это действительно тенденции, которые будут продолжаться на протяжении целого года. Итак, 4 месяца стоимость снижалась, и с какого-то перепуга, это не слово паразит, как мне многие делают замечания, почему-то не нравится им с какого-то перепуга. С перепуга это подразумевает под собой нелогично себя ведет. Ну вот с перепуга человек может себя вести нелогично. Животные с перепуга там тоже себя нелогично ведут. Рынок недвижимости также не ведет себя логично на сегодняшний день, поэтому я присвоил ему такой эпитет. Да? Многим он не нравится. 2 месяца
май и июнь незначительная динамика роста. Но в целом за год рост на 1,34%. Друзья, немного саморекламы. Я и компания Olymp Consulting на протяжении многих лет готовим для крупных украинских системных национальных банков индексы рынка недвижимости. Также готовим, друзья, индексы недвижимости для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И вот мы видим, что индекс стоимости жилой недвижимости на примере данного графика рисунка составляет положительный 1,013. Что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость недвижимости, друзья, во времени. На примере данного графика рисунка давайте я вам покажу, как он считается. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. Итак, 1059 делим на 1045, получаем динамику роста в процентах плюс 1,34%, или же положительный индекс 1,013. Друзья, я знаю, что меня смотрят специалисты, которые, или фокус-группа людей, это специалисты, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я, друзья, один из немногих знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний поможет вам развиваться в вашем сложном бизнесе и также развиваться мне и компании Olymp Consulting, мне заниматься наукой, ну и, собственно говоря, монетизировать свои знания. Для того, чтобы меня найти, вам необходимо в описании YouTube канала найти мой телефончик, Viber, то есть там и кипрский есть телефон, и есть киевстаровский, и тот работает, Viber, WhatsApp, кому как удобно. И, друзья, созвонимся, обязательно составим техническое задание, и раз в квартал вы будете получать исследования под всю недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. Еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени. А я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере данного графика рисунка показываю, как в разные периоды времени стоимость недвижимости меняется. Поэтому, друзья, еще раз призываю, посмотрите, что из себя представляю я и компания Olymp Consulting. Ничего плохого вы не найдете. Искусственный интеллект вам расскажет также всю правду о моей, так сказать, портфолио, какое у меня, есть ли у меня компетенции. То есть там все достаточно правдиво. Я перепроверял, и мне даже понравилось, друзья. Итак, заканчиваем с рекламой и переходим к